Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Это 6-й выпуск рубрики «7 быстрых ответов на вопросы о Японии». Сегодня мы проведем тематический выпуск, в котором поговорим о японской школе. Поехали! Правда ли, что в японских школах нет уборщиц? Да, в японских школах нет уборщиц, и за чистотой в школе следят сами ученики. Обычно японских школьников разбивают на пары и закрепляют за ними какую-то область уборки. Мытье полов в классе, мытье окон, уборка туалетов, складывание спортивного инвентаря и так далее. Через какое-то время эта область меняется. Так получается, что каждый ученик со временем поучаствует в уборке всей школы. Также при входе в учебное заведение есть специальные шкафчики для сменной обуви. Это помогает держать школу в чистоте, в чем заинтересованы сами ученики. Почему японские школьники едят в классе? В каждой школе действует своя система. Если в школе есть столовая, то школьники едят в ней. Однако же, если столовой нет, то ученики кушают в классе. Обычно у каждого школьника есть набор палочек для еды, салфетки и даже зубная щетка. Во время обеденного перерыва дети сами несут в свой класс еду, приготовленную школьными поварами, и сами все раскладывают. Также в некоторых учебных заведениях родители учеников не платят за школьный обед, и дети едят бенто, принесенное из дома. Какая система обучения в японской школе? Учеба в японской школе начинается в апреле, а не в сентябре, как у нас. Думаю, что если вы смотрели японские аниме, то видели, что учеба всегда начинается во время цветения сакуры. Сначала идет начальная школа 6 лет, затем средняя школа 3 года и старшая школа тоже 3 года, в сумме 12 лет. Обучение начинается в 8:30 утра, а за опоздание начисляются штрафные баллы, которые в сумме могут быть приравнены к прогулу целого дня. За несделанное домашнее задание не ставят двойку, но за учеником остается долг, который нужно закрыть. Процент посещения школы также важен, как и сами отметки. За каждым классом закрепляется определенная аудитория, и к ученикам приходят учителя, а не ученики ходят по классам. Обычно каждый ученик сидит за отдельной партой, которая закрепляется за ним на семестр или даже на целый год, в зависимости от школы. Когда каникулы у японских школьников? Каникулы и количество дней отдыха отличаются в зависимости от школы. Также начальные и средние классы обычно отдыхают на пару дней больше. Однако приведу пример системы одной из школ в префектуре Чиба на 2017 год. Учеба начинается 5 апреля. Летние каникулы с 18 июля по 28 августа. Осенние каникулы с 6 по 10 октября. Зимой же школьники отдыхают с 24 декабря по 5 января. И весенние каникулы с 26 марта по 4 апреля. В целом японские дети отдыхают почти столько же, сколько и российские школьники. Сколько стоит обучение в японской школе? В статьях наподобие 10 фактов о японской школе часто можно встретить информацию, что начальная и средняя школы в Японии бесплатные, а старшая вот платная. Это не так. Образование в Японии полностью платное. Приведу средние расценки для общеобразовательных школ. На экран я выведу более подробную информацию по годам обучения. За 6 лет начальной школы нужно заплатить примерно 1 миллион 925 тысяч йен. За 3 года средней школы 1 миллион 410 тысяч йен. И за старшую школу 1 миллион 310 тысяч йен. В сумме за 12 лет обучения получается 4 миллиона 645 тысяч йен, что по нынешнему курсу 2 миллиона 482 тысячи рублей. Конечно, это усредненные значения, потому что есть много параметров, которые влияют на стоимость обучения, те же самые школьные обеды. Однако, если говорить про расценки в частной школе, то можете смело умножать все суммы в 3 раза. Дорого все это, а потом еще и университет, поэтому многие японцы не заводят семьи или детей. Что представляют собой японские школьные клубы? Японские школьные клубы представляют собой что-то вроде наших кружков. Они не являются обязательными. В школе может действовать более 100 различных клубов, начиная от спортивных и заканчивая кружками практики черной магии. Главное, чтобы были участники. Спортивные кружки позволяют участвовать в различных соревнованиях, и заметные успехи могут помочь в будущем поступить в хороший университет. Те же, кто после школы уходит домой, называют свой клуб китакубу, что дословно можно перевести как «клуб возвращающихся домой». Какие действуют правила к внешнему виду в японских школах?
В подавляющем большинстве японских школ запрещено красить волосы и даже использовать макияж. Поэтому все школьники ходят с черными волосами и в целом выглядят не так, как показывают в аниме. Если вы видели японок в школьной форме с разноцветными волосами и кучей косметики, то скорее всего это либо уже не школьницы, либо они так выглядят на каникулах или после занятий. В каждом учебном заведении есть своя собственная школьная форма, которую ученик приобретает за свои деньги. Стоит она, кстати, немало. Средняя цена комплекта 30 тысяч йен. Японцы любят школьную форму и носят ее с гордостью. А как вы относитесь к школьной форме? На этом наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, что было интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о тематических выпусках рубрики «7 быстрых ответов на вопросы о Японии». Думаю, что можно делать их время от времени. Также подписывайтесь на канал, чтобы следить за новыми видео. И, конечно же, ставьте лайки. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.